Ой, свечку забыла. Все, я начала стрим. Свечку забыла. Так. Пока не вижу, что-то началось или нет. Всем привет, привет, всем привет. Так. Я сейчас с телефона зайду. Заходите, кто заходит. Подсказки у нас сегодня. Суббота. Время подсказок. Сейчас на телефоне включу. Кому нужны подсказки, пишите слово подсказка. Тогда будет подсказка вот на этой колоде. Или подсказки. Тогда будут подсказки на всех колодах. Ирина, добрый вечер. Сейчас свечку зажгем. Вот, свечка будет у нас тут стоять. Так, все. Анна Баирова, здравствуйте, тоже подсказки. Сначала для Ирины, потом для Анны, значит, смотрим подсказки. Для вас двоих подсказки смотрю, потом донатик у меня там, потом смотрим донатик. Кто будет заходить, пишите подсказки. Для Ирины смотрим, подсказка для Ирины. Не поддавайтесь соблазну. Не поддавайтесь соблазну на этой неделе. Вас будут соблазнять. Что-то купить, возможно, куда-то пойти. Для Ирины подсказка. Вы слишком напряжены. Пришло время отдохнуть. Время отдохнуть. В который раз такая подсказка выпадает, да? Так, для Ирины подсказку смотрим. Сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Опять на отдых намекают. Сделайте перерыв. Опять отдых. Очень хочется отдохнуть, да? Ну вот, значит, надо выделить время на отдых. Для Ирины смотрим подсказка. Отключи голову, отключи разум и доверься своей интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. Вот, доверьтесь интуиции, не логике. Антонина, добрый вечер. Можно подсказки, можно. Ну точно надо отдохнуть, Ирина, да. Точно, раз уж прям вот все карты об этом говорят. Для Ирины смотрим послание из будущего. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хороша. С тобой все в порядке. Видите? Цените себя, хвалите себя. Так, для Ирины посмотрели. Спасибо, Ирина, что забежали на эфирчик. Ставьте лайки, кто у нас там в эфире сейчас. Давайте для Анны Баировой смотрим. Для Анны Баировой подсказка. Дайте себе отдохнуть. Но эта подсказка прям каждую неделю у нас кому-то да попадает. Дайте себе отдохнуть. Так, для Анны Баировой. С легкостью отказывайтесь от всего, что не идет вам на пользу. Вот. Добрый вечер, Зарина. Я слышу, там донатик будет. Я сейчас после Анны Баировой буду донат смотреть. Добрый вечер, Зарина, добрый вечер. Донатила, да, хорошо. Анна Баирова, смотрим подсказку. Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. Видите? Не переживайте. Отключите эмоции, подумайте хорошенько. Все можно решить. Давайте посмотрим. Для Анны Баировой следующая подсказка. Победи свой страх. Тебе придется столкнуться с ним лицом к лицу. Верь в свои силы, ты сможешь его преодолеть. Видите, сможете все преодолеть, не переживайте даже. Не бойтесь. Спасибо большое. По традиции желаю вам успешной и плодотворной недели. Ирина, тоже вам желаю плодотворной недели. Пусть все у вас будет хорошо.
Вот, Анна Баирова, теперь смотрим послание из будущего. Какое послание для вас? Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Видите? Запишите свои желания. Не ограничивайте. Не ограничивайте себя сами. Разрешите себе все. Благодарю вас тоже, Анна Баирова. Давайте теперь мы посмотрим донатики, потом вернемся обратно в чат. Вот. Тут у нас 2, по-моему, доната. Да. Сначала Ольга, потом Зарина смотрим. Так, что так. Угу. Что у него в мыслях, мы смотрим. Для Ольги. Для Ольги смотрим. Что? Об Ольге. Так, об Ольге. Ой, ну... Что у него в мыслях? Вы у него в мыслях точно есть. Видите, он много думает, и ему есть что вам сказать. Потому что он хотел какое-то сообщение вам сказать. Потом он долго думал что-то другое, он передумал, как-то хотел вам сказать. Он хочет вам сказать, что не определился, что конкретно он вам хочет сказать, но какую-то новость, что-то хочет вам сообщить. Он много размышляет и думает, что вам сказать по этому поводу. Так. Нет, пока ничего говорить не будет. Подождите, карты говорят. Смотрите, я все-таки хотела узнать, что он будет после вашего сообщения, что он скажет. Но видите, он возьмет тайм-аут, чтобы отдохнуть немножко, подумать. И карты говорят, подождите, подождите, подождите его реакцию. Он почему-то думает, что, смотрите, что вами будет трудно управлять. Если вот с вами он будет общаться, то трудно будет вами управлять, но с вами, ну, хорошо, классно, по солнышку. Это когда очень комфортно, когда понимаете друг друга, когда вот в обществе просто вот хорошо, можно расслабиться, быть собой, как будто вот здесь так. Вот. Им комфортно очень с вами. Он ничего делать не будет, да, вы правы, ничего делать не будет. Ничего нет. Что же? Так, что еще в его мыслях? Ну, что еще в его мыслях? В его мыслях, опять-таки, видите, что не сможете вы начать, не можете вы друг другу сказать ничего о своих чувствах, даже если симпатия какая-то есть. Видите, что это невозможно. Отношения невозможны. Флирт, романтика тоже невозможно. Видите, по башне. Вот. Он не ожидал вашего сообщения, он не знает, что вам сказать, поэтому он пока будет молчать. Проявляться не будет, так что вы правы. Вы правы. Да, Нет, добрый вечер. Можно подсказки, да. Вот. Да, он чувствует, что это несерьезно. Если что-то с вами, то это несерьезно. Как бы это не нужно ничего начинать, никакого будущего, потому что может затянуть. Он думает, что не стоит вас обманывать, он не будет вас обманывать. В общем, он понимает, что между вами ничего невозможно. Ему приятно вот это вот ощущать, что с вами комфортно, что вы можете понимать друг друга. Но это как бы просто мечты, и не надо надумывать. Вот как бы не будет он. Да, он ничего менять не будет. Он вот свой мир, то, что вот у него происходит, вот, он будет защищать свои границы, охранять, ничего менять не будет. Он вас понимает. И ваше сообщение для него было неожиданное. В мыслях много мыслей, но он понимает, что ничего серьезного быть не может. Поэтому вот.
Вы для него такой человек, с которым просто легко общаться, ему комфортно с вами. Вот. Ну, здесь такое вот, если что-то еще уточнить, Ольга, напишите. Напишите. Ну, вы понимаете, вот как есть, так и есть. Ему с вами тепло, хорошо, негатива никакого нет, но ничего начинать не будет ничего. Да, опять эта карта, никаких действий не будет, менять свою жизнь он не будет. Ну, здесь вот так получилось. Давайте подсказку посмотрим на ваш вопрос. Так, для Ольги. Подсказка на ваш вопрос. Так, смотрим для Ольги подсказку. Общайтесь только с позитивными людьми. Вот общайтесь только с позитивными людьми. Хорошая, приятная энергия от него идет. Но ничего серьезного, вы понимаете, что не может быть. Ну, приятно, да. Вот, давайте дальше смотрим донатик. Дальше Зарина. А потом Аннет. Так, Зарина, что порадует этой осенью? Что порадует Зарину этой осенью? Тут-то я, хорошо. Что порадует Зарину этой осенью? То, что можно будет отдохнуть, какой-то отдых, смотрите, вам предстоит этой осенью какой-то отдых с близкими людьми, с семьей, возможно, отдых, или вернется кто-то из прошлого, какой-то человек, и вы отдохнете. Здесь какой-то отдых, вы сможете расслабиться, отдохнуть, прям, да, и немножко подумать о жизни. Здесь немножко подумать о жизни, как поменять, чтобы изменить, что нужно делать, посмотреть на все по-другому немножко. То есть отдых вас ждет. Вас порадует отдых. Я не знаю, почему так получается. Может, вы поедете куда-то к родственникам отдохнуть или с друзьями, с очень близкими. Проведете время, да? Как будто во время отдыха вы переосмыслите свою жизнь, как вы хотите. И у вас начнется новый этап. Вы поймете, как вы хотите, и начнете по-другому все. И, в общем, на какой-то вечеринке, да, ну, когда на встрече с друзьями, да, может, на корпоративе где-то вы узнаете новость какую-то, но эта новость будет неправдивая, в общем. Не знаю, почему об этом говорят. Вранье там будет. Это вас расстроит, но это не надо расстраиваться, это неправда. Не знаю, почему так. Какое-то неприятное известие. Из-за этого вы, кстати, можете куда-то поехать, куда-то отправиться или начать что-то новое свое. Да. Ну, в общем, самое главное, что карты говорят, это какой-то отдых у вас вам предстоит, на котором вы поймете, как вы хотите дальше жить. Поменять что-то захотите. Сейчас посмотрим еще, что кроме отдыха, встреча там с близкими людьми, с родственниками, с семьей, да. Опять какое-то известие. Ну, какой-то мужчина, если вы узнаете от какого-то мужчины какую-то новость, то это будет какой-то обман. Обмануть захочет. А у него не получится кого-то обмануть. Что-то здесь такое происходит, смотрите. Не получится, не получится. Еще, знаете, какое-то предложение может поступить по работе. Смотрите, вы можете работу сменить. Кто-то из знакомых или кто-то... Сейчас посмотрим. Нет, не из знакомых. Так, с прошлой работы. Нет. Вы еще даже не догадываетесь. Вы не догадываетесь, кто, пока не показывают. Кто-то вам может позвать вас на работу.
Все, сейчас возьмем другую колоду. Какое-то свидание может сорваться. Что-то тут много всего пошло. Сейчас на другой колоде посмотрю. А то они уже тут непонятно, что говорят. Как будто свидание, которое вы ждали, встречу с кем-то, может отложиться, может не состояться, может, ну как это вот, не знаю, при чем тут свидание. Что вас порадует в этой осени? Какой-то новый этап начинается, да. Вы здесь какой-то, смотрите, опять же, получается, что новый этап. Вы как будто будете идти к своей мечте, к независимости, к свободе, к стабильности, к себе вот именно идти. Выбирать себя будете, новый этап. Связано это с наслаждением. С чем связан этот новый этап? С наслаждением. Вы будете время уделять себе. Здесь как будто все на себя. Вам никто не нужен будет, вам будет классно с собой. Вот вы будете себе как будто время уделять. Внимание, отдых, может какие-то процедуры, что-то такое приятное будете делать. Да, и думать о будущем. И думать о будущем, как идти быстрее туда, куда я хочу. Вы поймете, как двигаться дальше, как будто, не знаю, что уйдет. У вас как будто мысли уйдут о мужчинах, вот как будто вы ждете мужчину все время в ожидании, и это уйдет на второй план. Вы поймете, что нужно думать о своем будущем, о себе, и все, и вы будете идти в свое будущее, без ожидания кого-то, без ожидания мужчины, да, вы будете от них даже закрываться. То есть не надо мне вот этого вот. Да. От отношений, кстати, вы можете выйти, выберите все, другое направление. Вот на отдыхе вы решите так. Здесь как-то так показывают. У вас тут, кстати, может быть еще, смотрите, какая-то свидание, ну, какая-то встреча, свидание с каким-то человеком по работе. По работе с каким-то человеком может закрутиться такой вот, ну, флирт, роман, флирт такой вот. Ну, это, скорее всего, флирт, да, потому что дальше это вы не допустите, чтобы дальше это пошло. Потому что одному придется уйти, как будто так. Не знаю, почему опять так показывают. Как будто я другое спрашиваю, но тут ладно. Какой-то мужчина может пригласить вас на свидание. Смотрите, показывают этой осенью. Свидание с продолжением может быть. Можете поехать куда-то отдыхать. Вот. Нет, тут уже что-то далеко показывают, очень-очень далеко показывают. Нет, что вам... Карты не говорят, что вам нужно делать, вообще ничего не говорят. Потому что если они скажут, вы будете разочарованы как будто. Вам не нужно знать, что нужно делать, вам нужно просто наслаждаться, отдыхать, встречаться. Вот, вы как будто сами поймете, как дальше, сами хотите. Тут вам как будто не надо ничего говорить. Как будто вы начнете жить для себя. Да, как будто страхи ваши заканчиваются, вы начинаете жить для себя и понимаете какой-то кайф. Да, но вас что-то расстраивает по работе.
Ну, я не знаю, опять выходит, самое главное, что вас порадует этой осенью, это то, что вы будете закрываться от какого-то мужчины. Какой-то мужчина к вам придет. Ну, вы не захотите, да, когда вот что уже с мужчинами общаться, оставите в прошлом, пойдете в новое, и тут мужчина к вам начнет подкатывать какой-то. Вы будете от него закрываться, нет, и все. Тут, а он такой, я серьезными намерениями, мол, давай встречаться. Ну, вы такая, ну хорошо. Ну, как бы, я не знаю, почему так показывают, карту за картой вытаскивают. Ну и вот, видите, вы поймете, чего вы хотите. Притом тогда, когда вы будете в расслабленном состоянии. Не тогда, когда вы куда-то бежите, там торопитесь, что-то делаете. Когда вы будете в расслабленном состоянии, вы будете отдыхать. Когда у вас мозг отдохнет, вот вы все дальше не показывают. Ну нет, говорит. Не говорят вам всего, потому что вы не сможете принять правильное решение и пойдете в прошлое. Вам не надо туда. Не показывают дальше. Но то, что по работе что-то не идет, да. Ну, в общем, занимайтесь собой пока. Отдыхайте, как карты говорят, где-то вы там будете отдыхать. Ситуации вокруг и люди, они помогут вам принять правильное решение. Вы поймете. Да, вы поймете, подождите только, как действовать. Так что отдыхайте, ни о чем не думайте, там по ситуации посмотрите. Отдыхает дома на кровати. Сейчас подсказку вам на этот вопрос посмотрим. Следите за поступающей информацией. Вот что-то будет вокруг вас. Какая-то информация, что-то будет. Отдыхая дома, не забывайте выходить в свет. Не забывайте выходить. Куда-нибудь выходите, общайтесь. Опять эта карта выпадает. Слушайте, 2 раза уже она выпала. То есть вот тут движение должно быть, какие-то действия должны быть. Может быть, вы куда-то хотели поехать, но не поехали. Съездите туда, где вам приятно, где вам хорошо, куда-нибудь сходите, прогуляйтесь. В какое-то место сходите, которое вас наполняет, где вам классно. Может быть, это кофейня какая-то, не знаю, может, это на природу где-то, где вода, где напитки, где вода. Вот. Прогуляйтесь туда. Да, тут надо куда-то пойти, и как будто, ну, какая-то идея придет, что ли, как дальше действовать. Как добиться того, чего вы хотите, как будто. Не знаю, чего это такое значит. Ну, вот тут так. Так и будете отдыхать, в общем. Вот. Заниматься собой, отдыхом, и тут еще кто-то крутится начнет вокруг вас, какой-то мужчина. Вы скажете, нет, закройтесь от него. Но он будет очень активным. От него поступит хорошее предложение. Посмотрите. Кубик, добрый вечер. Отправила вопрос. Валерия. Хорошо. Понятно, Зарина. Ну вот. Больше ничего такого не показывает. Сейчас еще кое-что гляну. Делайте то, что делали, короче, раньше. Да. И тогда все само как-то придет. Спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Следующий вопрос, Аннет. Его мысли о вас, Аннет, смотрим. Ой, его мысли.
Ну, во-первых, его мысли это какая-то дорога, то есть он должен приехать, но здесь какая-то задержка, как будто ситуация зависит не только от него, от обстоятельств, которые вокруг. Вот его приезд может немножко задержаться. Хотелось бы раньше, да, но получится немножко попозже. У него все мысли о дороге, о том, как он приедет. Какое-то что-то новая идея у него какая-то. Смотрите, по вечерам он очень много думает о том, как начнется все по новой, все заново, как-то с нуля, с чистого листа, как будто все начнется. Он, кстати, не умеет контролировать эмоции насчет вас. Все, что касается вас, его будоражит, и ему неспокойно. Благодарю вас, Зарина, тоже. Спасибо огромное, что пришли на эфир. Так что, Аннет, вот так вот. Ой, он, конечно, утопает в чувствах к вам, Аннет. Он просто, опять я про вас спрашиваю, он утопает в чувствах. Он мечтает сделать вам предложение, он мечтает уже о том, когда вы распишетесь, когда вы уже будете муж и жена, когда уже официальные будут отношения. Вот он об этом думает. Возможно, предложение от него поступит, когда он приедет. Да, видите, поменяется ваша жизнь. Как будто вот пришло время, и здесь движение пойдет. Движение. Переезд, поездка, вот это все возможно, движение. Не показывает как, да? Чего-то вам не нужно знать. Я просто хотела спросить про ваше будущее, про вашу поездку. Чего-то не нужно знать, не нужно надумывать, расстраиваться, да. У вас как будто заканчивается спокойная такая жизнь, когда все спокойно, хорошо, и сейчас начнется движуха такая, движение. Я уже его фамилию примеряю, да, и он тоже, походу, уже в мыслях, вы уже в его, уже муж и жена, и он о будущем думает, он думает о том, как вы начнете новый этап вашей жизни, когда вы вот начнете строить отношения на новом месте, там, да, вот новое что-то у вас начинается. Да, вы готовы для семьи, он готов для семьи, тут как бы все семейное. Очень, смотрите, ну семейные отношения, это когда все вместе, дом полная чаша, дети тут, и родители под присмотром, и дети, и дома все есть, достаток. Такие мысли у него. Он там сражается ради того, чтобы приехать. Угу. Насчет приезда домой спросила. Видите, он сражается и борется со всеми трудностями, которые происходят у него там на работе, чтобы приехать только как можно быстрее. Но опять же показывает эта карта, что видите, что его очень расстраивает, что вас нету рядом, что некому обнять, некому побыть вот рядышком, чтобы вот выслушать, чтобы ваше тепло было рядом, чтобы вот как-то так. Сейчас вы идете в новый этап, в новый период. Сейчас, смотрите, сейчас такое у вас будет происходить, что будет меняться, ну вот ваша жизнь как раз-таки, да, возможно, после его приезда. Здесь какие-то прям кардинальные изменения, которые как раньше уже не будет, как раньше получается, что вот в прошлое, оно останется в прошлом. И у вас новый этап наступит, новый этап. Как раз вот таки тут с нуля что-то начинается. Пока отдыхайте, говорят, пока у вас нету выбора. Что делать? Я еще уточнила, да, тут у карт, они тут говорят, вам намекают на отдых, что вам нужно намекать пока что на то, что вам нужно отдохнуть. Тут опять отдых. Видите, сейчас вы можете только отдыхать и все. Выбор вам предстоит в будущем сделать какой-то выбор. Сейчас пока вы ничего не можете сделать. Что он от вас чувствует?
Он чувствует, что вы его поддерживаете, смотрите. Я отдыхаю, занимаюсь собой, все правильно. Что он чувствует от вас сейчас? Он чувствует, что вы готовы с ним бороться. Видите, что вы его поддерживаете, что вы готовы с ним бороться ради вашего будущего, ради того, что вы хотите быть вместе, где хотите жить, да, видите, потому что вы одна семья, вы семья, вы друг друга чувствуете, видите, вот тут вот семейное такое вот, когда родной человек, родная душа, как будто вы были знакомы, возможно, даже в прошлых жизнях, да, и вы готовы бороться, где тут эта карта борьбы, вот, то, что вы готовы бороться вместе с ним, что вы его поддерживаете, вот ради вашего будущего, видите, вы смотрите вперед ради вашего будущего, об этом много думали и говорили. То, что он вот это чувствует, вашу поддержку он ощущает, что вы готовы идти с ним, вот, отстаивая свое, да, от всего мира, там, вот это вот наш мир, это вот наша семья и все. Он делает все, что можно, ради того, чтобы у вас произошла встреча. Встреча будет романтического характера такая. Да, встреча. Он знает, что вы расстраиваетесь, но вы переменитесь, когда он придет. Видите, вы с мечом, он знает, что о том, что вы расстроены. Да, но будущее, оно, видите, ну, ради вашей мечты вы его дождетесь, да, вот. То есть, когда он к вам придет, да, вы смените свой гнев, пока его нет, да, на милость, как бы, вот, то, что, да, вот вы пара, видите, вот, ради вашей мечты вы держитесь, и вы, тут, вот, он это все понимает, чувствует, знает, вот. Как будто в прошлой жизни были вместе, да, да, вот он тоже это чувствует, что вы вот его родной человек, что вот, не знаю, как даже сказать, не отнять, вас не отнять, вы судьбой как будто предначертано быть вместе. Да. С вами ему ничего не страшно с вами. Вот. Да, он готов тут все горы свернуть, чтобы, вот видите, чтобы вы были вместе. Он приедет, да. Уже карта вот она опять выпала. Я хотела спросить насчет поездки, сразу карта выпала. Он приедет, не переживайте. Он приедет очень даже, смотрите, тут две карты того, что он приедет. Очень быстро начнут развиваться события, когда он приедет. Да, смотрите, здесь карта. Когда вы будете довольны, вы чего-то добьетесь, достигнете. Возможно, он приедет, предложит вам руку и сердце и скажет: наконец-то поехали, да, давай в наше будущее пойдем. То, что расстраивало, оно как бы останется позади, да, пойдем, да, он все решит. Он понимает, что вам одиноко без него, он понимает. Он много хотел бы вам теплых слов сказать. И хотел бы, смотрите, ну как бы вот, хотел бы, чтобы вы никогда не были одни. Хотел бы, чтобы у вас были дети. Двое. Двое опять выпадает. Двое пажей, двое детей. Вот он хотел бы, чтобы вот все так вот, чтобы все было как в ваших мечтах, наконец-таки. Вот этот шанс на будущее, на хорошее, на счастливое, он не упустит. Но какое-то предложение будет он вам, что-то он вам скажет, какую-то новость, предложение, и вы будете думать, да, да, нет, нет. Ну, то есть, как будете выбирать, я не знаю, смотрите. Чего это касается? Чего касается это предложение? Смотрите, десятка кубков. Ну, чтобы вы, скорее всего, были вместе, смотрите, жили счастливы. И тут, видите, там и дети есть, и дом, и все на свете. Кстати, тоже двое детей.
Вот. Так что предложение, скорее всего, будет касаться того, чтобы жить вместе. Вот, и что-то там, возможно, расписаться, да. А, еще собаку хотела. Так тут на другой карте тут тоже собаки были. Хотела еще собаку купить. В общем, все это вот будете реализовывать. Вот. Сначала детей карты говорят. Сначала, говорит, детей. Сначала поговорим. Сначала разговор. Вот, как бы. Сначала разговор будет. Сейчас подсказку на ваш вопрос посмотрим. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Будьте решительны. Вот. Благодарю вас тоже, Анна. Спасибо за ваш вопрос. Сейчас мы дальше донатики будем смотреть. Дальше у нас Валерия, а потом Светик. Свадьба хорошая будет у вас, Анна. Так, Валерия тут. Смотрим, какие перемены ожидать в ближайшее время. Ага. Грядут какие-то перемены, да? Чувствуете? Сейчас посмотрим, какие перемены ожидают в ближайшее время Валерия. Ой, какой-то прорыв совершить. Слушайте, можете куда-то переехать, уйти, поехать, учиться можете. Можете неожиданно понять, что я хочу научиться вот этому. Или, например, я хочу сменить работу. Неожиданно можете пойти учиться. Да, вот эта карта обучения тоже показывает, что вы неожиданно захотите чему-то научиться. Ради будущего. Кстати, ради какой-то работы. Или на обучение захотите пойти, или новую работу, или вы работу смените, и там придется учиться чему-то новому. Но это вас порадует, потому что это будущий вклад в вашу работу, в развитие. Да, это принесет вам, смотрите, кучу денег, и вы будете очень довольны. То есть ради классной работы вы пойдете учиться. Вы смените работу, и обучение будет вам в удовольствие, как будто здесь так. Или на этой работе. На новой. Не показывают на какой. Или, может быть, из дома вы будете что-то вот как-то вот работать, но не показывают на другой или не на другой. Какое-то предложение просто вам поступит, предложение, и езжайте. Если вас куда-то позовут или предложение какое-то, рассмотрите. Здесь точно не показывают, здесь такая карта вышла непонятная. В общем, ждите изменений в работе. Так. Если какое-то предложение поступит, соглашайтесь. Если там нужно будет обучаться, вы чего-то не знаете, то вы научитесь. И вам будет это в кайф, если, в общем, рассмотрите по работе предложение. Потому что я с радостью точно его приму, да. Да, там будут очень классные возможности, вы там очень хорошо сможете заработать, вам будет там комфортно, вы там научитесь многому, что даст вам толчок для будущего, для вашей работы, для вашей реализации. Тут и деньги сможете заработать, и обучение вам будет в кайф. Поэтому берите, учитесь, не отказывайтесь, рассмотрите обязательно. Там, возможно, знаете, какая-то работа была, да, до этого, что там было как что-то вам предлагали, то, что вас не устраивает. А здесь как будто вы по интуиции поймете, что вам это нравится, вот интуитивно, вам это нравится. И предложение будет как будто от какого-то мужчины может поступить. Может, работодатель будет мужчина, может, будет на собеседовании, или вот тот, кто предложит вам это, будет мужчина. У него будут определенные там такие требования, которым нужно будет следовать. Но если вы им будете следовать, то деньги вы очень быстро сможете заработать. Там как бы должно быть так и так. Это наоборот четко, когда ясно все на работе, это наоборот классно. Вы это выполняете, вы получаете деньги. Здесь как-то так вот будет. Здесь с деньгами все нормально будет. Главное, смотрите, чтобы было все честно, по справедливости, и все, вы заработаете. Вы очень хорошо можете тут заработать денег. Да, вы не бойтесь, что у вас чего-то не получится, не говорите там свои вот эти, как сказать,
что я так не буду делать, это я привыкла делать так, например, вот на работе там приняты такие правила, просто следуйте этим правилам, и все. И вы там обойдете всех, и все нормально будет, вам понравится. Вы достойно там все это сделаете. Вот эту всю работу будете делать, выполнять, все будет хорошо у вас тут. И по деньгам все наладится, вообще по деньгам классно там получается, вы сможете заработать и отложить, и многому научиться вообще. По работе, да, рассмотрите. Лучше новое попробовать, чем вообще ничего не делать. Да-да-да, это точно. Пробуйте. Что-то будет хорошее такое вам. Так, сейчас личная жизнь. Что там в личной жизни? Ну, то, что есть, вас не устраивает. Вы что-то хотите совершенно другое. Как бы тут, видите? Ну, нет, не то. Вот не то, все не то. А когда же будет то для души, да? Знаете, смотрите, здесь вам надо уйти от эмоций, как сказать, от эмоционального представления, состояния, не знаю, как это сказать-то, от представления, как должно быть. Как будто вы представляете в личной жизни, да, вот как должно быть. Должно быть вот так вот. Только вот так и больше никак. Другое мне не понравится, например. Или там, вот, я там должна жертвовать ради семьи. Там, ну, может быть, у вас есть такие установки, может быть, и нет, да. Но как будто вот ради семьи там он должен, или я должна, или он должен. Такого не надо. Уберите все это с головы, уходите от вот этого всего. Надо к отношениям немножко по-другому относиться. Когда вы уйдете от вот этих вот, что обязательно должно быть так и никак по-другому, тогда тут, видите, начнет, ну, как бы, колесо судьбы придет в действие. Когда вы уходите от стереотипов вот этих вот, что должно быть так, а не иначе, что вот или так, или вообще никак, как бы. То есть легче надо относиться к личной жизни, как-то вот к отношениям по-другому. Дать возможность развиваться ситуации и отношениям по-другому. Посмотреть просто, как это будет. Вот. Общение с молодым человеком есть. Это общение так и продолжится, кстати, у вас, если с этим человеком. Это понимание приходит, не хочу торопиться. Да, ну вот и правильно, да, все правильно у вас. Знаете, с этим человеком вы даже можете, вы можете долго общаться, да, и вы можете изменить свой взгляд на будущее. Этот человек может помочь вам поменять свой взгляд на семейные ценности. Или даже, может вы, так посмотрим, вместе вперед можете пойти вы. Здесь как будто он вас чему-то научит. Насчет семейных ценностей, насчет семьи, насчет стабильности, насчет ваших мечт, как будто так вот. Этот человек вам дан для того, чтобы вы наконец-то вышли из своей ракушки. Смотрите, вы закрылись от всего, а вам надо двигаться вперед, вам надо просто открыться миру, вот как бы вот, он вам поможет. Что мир большой, что возможностей много. Если нужно куда-то поехать, езжайте, переезжайте. Если там, например, нужно будет переехать жить к нему или сменить вам двоим место жительства, то как бы даже не переживайте об этом. То есть легче надо к этому относиться, строить свою жизнь. Так, как вам хочется, как вас наполняет, по-новому здесь как-то. Вы можете выстроить свою стабильную жизнь без вот этих вот эмоциональных горок, когда кто-то вами пользуется. Нет, это можно одинаково классно себя чувствовать в отношениях, вот по-новому, по-другому, легко. И когда нравится, и когда кайфно, когда никто ничем не жертвует, когда все получают удовольствие, когда вам классно вместе, как-то здесь так. Ну, вы так и будете общаться с тем человеком, с которым общались. Тут как бы друг из прошлого, вот общение из прошлого, с кем были, с тем и будете продолжать. Возможно, тут и помощь будет от него, и как-то будете понимать друг друга.
Да, мысли о будущем, они какие-то будут другие. У вас поменяется мышление о том, как должно быть в мыслях, в голове. Не хочу. Один в один перестала зацикливаться. Стала делать то, что хочется мне. Классно, вот это классно. Вы как будто даете возможность миру, да, дать вам что-то большее, как будто вы открываетесь миру, говорите, что я не хочу только так, я хочу вот так, и мир такой вам, да смотри, сколько всего много можно, выбирай. То есть как бы легче вы относитесь к жизни, и к вам легче будет это все будет приходить, вокруг вас будет все меняться. Угу. Просто надо видеть все темные стороны, все свои страхи и как-то научиться строить жизнь, видите, по-другому. По-другому. Основываясь на своих чувствах, на своих эмоциях, на своих ощущениях. Вы правильно прислушиваетесь к себе. Так и надо наслаждаться, получать удовольствие, отстаивать свои какие-то принципы, делать то, что вам хочется, общаться с теми, с кем вам хочется. Да, и идти к своей мечте, смотрите, и вот тот, о ком вы мечтаете, он появится, мужчина. Именно вот обычно вот эта карта, да, звезда, именно вот звезда это когда идеальный ваш партнер, о котором вы мечтаете. Такого может не быть. А вот он у вас придет, а вот он у вас есть, ваш идеальный, он существует. Для вас идеальный, он есть. И вот он появится в вашей жизни. Но вы сначала его смотрите, вы можете его не воспринимать. Вы в одинаковых энергиях вообще будете. Он умный, и вы умная. Вам будет есть о чем поговорить. Общие у вас разговоры будут. Но вы как будто будете вот на этих общих разговорах. Каждый хочет доказать свою какую-то вот точку зрения. На этом вы сойдетесь. Ну, тут так. Все, тут уже все. Тут уже все. Не говорят дальше. Как раз тот, с которым общаюсь, иногда привить охота. Так мы похожи. Да. Ну, тот, с кем вы общаетесь, он хороший партнер, как бы, ну, то, что вы общаетесь, вам принесет только пользу. Вы что-то поймете, что-то он для чего-то все-таки в вашу жизнь зашел, как раз поменяет ваше мировоззрение. Этот или не этот, с ним или не с ним, вы тут, да, вот в перепалках перерастет во что-то другое, да. Тут не знаю, не показывает. Ну, возможно, опять вышли три, ну, как бы опять вы вышли. Между вами, видите, как будто это не тот человек, как будто вы думаете, что это не он. А тут непонятно даже, он или не он, да. Тут между вами много информации, движения, расширение своего мировоззрения. Ну, дальше карта не показывает. Там какой-то новый этап начнется, как будто вы что-то поймете, вам открывается то, чего вы не знаете. Вот, расширять будете свои... Все, что у вас тут в голове, вот это все расширять. Мировоззрение свое поменяется. Не показывает он, не он. Показывает, что вы в одинаковых энергиях, что вы понимаете друг друга, но нужно немножко времени, чтобы понять, он это или нет. Ну, какое-то время у вас точно могут быть очень классные отношения, кстати, с этим человеком, с которым вы общаетесь. Даже, смотрите, если вы хотите детей, то будет ребенок. Если не хотите, то будьте аккуратнее. То есть, как бы с ним какое-то время вы можете с ним. Тут я не понимаю просто, не показывает как долго, потому что, наверное, ну слишком это там как покажет время. Колесо фортуны выпадает, время покажет.
Не показывает, на какое время вы вместе, но вы вместе можете классное время проводить. Да, доказывать что-то свое, но как бы вам комфортно в этом, все равно вместе. Вот. Кругозор всегда расширяется, классно, да, это хорошо, да, много нового узнаем, и от этого жизнь еще интереснее кажется. Что еще, блин, ты видишь, сколько много возможностей есть, столько всего ты можешь, вот, столько всего хочется. Да и вообще это все возможно, главное цель поставить. А если идти вместе, а не одному, то еще быстрее можно добиться того, чего хочется. Валерия, вам посмотрим подсказку. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Вот такая подсказка. Я не знаю, что это. Подумайте. Сделайте что-то хорошее для окружающих. Ну, видимо, для ваших перемен. Сделайте что-то хорошее, и потом хорошее к вам вернется. Да, откуда-то с другого угла. Благодарю вас тоже. Благодарю. Спасибо, что на эфирчик пришли. Давайте теперь будем смотреть следующий вопросик. Светик пишет. Что вас дальше ждет в отношениях? Ага. Что Светлану ждет в отношениях? Ой, ну смотрите. Здесь возможно даже разговор о том, что мы не понимаем друг друга. Вот здесь вот может о том быть, видите, потому что по вот этой карте, когда вот люди не понимают друг друга, они как будто разными жизнями живут, как будто один хочет одного, другой другого хочет, как будто не понимаете друг друга. Возможно, об этом может быть разговор. Что ж дальше? Если, смотрите, здесь может быть такое, что или оставляем все как есть, да, то есть все так, да, оставляем все как есть, то есть поругались, так поругались, все, это завершаем, или будет еще предложение, или давай, в общем, начнем заново, возможно, для этого нужно будет куда-то переехать. Но здесь, кстати, возможно, вам не понравится его предложение. Видите, вы будете отстаивать свою позицию, вы захотите быть свободной. Он может, знаете, вам предложить переехать куда-то к нему, или, в общем, в такие обстоятельства, или жить вместе, да, но где он будет в большем плюсе, чем вы. И вы будете сомневаться, вы не будете хотеть этого. Но вам это будет не нравиться, как будто это будет ограничивать вашу свободу, как будто вы будете зависеть от него. Да, видите, или придется работу сменить, то есть что-то такое, что это за предложение-то такое будет? В общем, когда у вас состоится разговор, Светик, вы можете спросить все, что вам нужно, потому что здесь, честно, человек вам может сказать все, что вы хотите. По справедливости вы можете выяснить отношения, все сказать, как вы хотите. Тут явно, кстати, вы, скорее всего, видите и знаете этого человека, знаете, как он будет общаться, что он может вам предложить. То есть вы видите все как есть. Он вам может предложить жить вместе, но как будто здесь какая-то манипуляция. Он вам может предложить, ну, например, он вам может предложить, да, давай будем жить вместе, вот он предлагает, вот дом, поехали ко мне, переедем, ну, как бы, ну, вот ты мне рожаешь ребенка, например, так может быть. Это как вариант, я вообще не... То есть вам чем-то придется таким, какие-то условия могут быть такие, что вам будет некомфортно. Или вы будете жить в его жилище, да, и он вас, ну, как бы, может выгнать в любой момент. Это же не ваше жилье. Ну, мало ли что, как бы, может быть так. То есть какие-то будут условия у него, которые вам не очень понравятся. Тяжеловато будет, надо будет подождать. Видите, вот тут как будто тяжело, ответственность какая-то, тяжело это все. Вот. Ожидание.
Но вы будете стоять перед выбором, да. Влюбленные. Выбор сделайте сердцем, да. Ну, скорее всего, вы попробуете вместе. Попробуйте отношения наладить, да, но вот как они наладятся, я не знаю, потому что вы будете чувствовать себя где-то некомфортно. Не знаю, что это будет за условия. Что-то вам не очень понравится, когда вы будете это разговаривать. Ну, тут, знаете, тут как будто возможен, как будто вы для вашего будущего, для совместного, вы должны будете куда-то поехать. Опять поездка, дорога, колесница выпадает. То есть не получится сохранить свои границы и вот это вот все, как вы привыкли. Возможно, у него в планах в будущем куда-то поехать, и нужно будет ехать с ним. Что-то, какое-то движение, переезд тут, смена. Как будто вы можете не согласиться. Я не знаю, что это будет за предложение. Вроде бы предложение, с одной стороны, хорошее, с другой стороны, как будто его невозможно реализовать. Сложно реализовать. Или эмоционально тяжело вам будет это принять. Что-то такое вот. Переехать и жить вместе. Не знаю, может. Мне тут не показывают, вам нужно будет принимать решение самостоятельно. Что дальше вас ждет, тут не показывают. Потому что здесь какие-то мечты есть в отношении с этим партнером, есть какие-то у вас мечты, какие-то такие желания, то, что вы бы хотели, как бы было у вас, да, вот, что-то вы хотите, что-то из этого, из ваших мечт с ним вы сможете реализовать, вы сможете получить что-то. Ну а что дальше будет, чем это все закончится, не показывают. Не показывает. Но что-то вот одно, что-то вот точно вы сможете получить. Вам это понравится, вы будете довольны. Но на какой-то период времени. Ну вот. Здесь так показывает. Что-то предложит. Или закончите, или переезжай, давай вместе. Светик. Проявляйте активность. Проявляйте активность. Если вас что-то не устраивает, смотрите. Вы ему тоже говорите, потому что между вами может состояться такой разговор, когда вы четко можете друг другу все сказать. Вы будете знать, на что вы идете, что вы там потеряете, например, в этом случае, или наоборот, что вы приобретете. Здесь отношения могут быть на время. Я не скажу, что это постоянные, на время. Поэтому смотрите сами, смотрите сами. Идти с ним в отношения или не идти, или уходить. Но если вы пойдете с ним в отношения, как будто ну, там что-то будет такое, что вас будет не устраивать. И что вы впоследствии все равно потом можете уйти, но на какое-то время вы можете быть вместе. Поэтому посмотрите тут. Выбирайте. Все донатики ответила. Это Светик у нас была. Давайте теперь посмотрим чатик, подсказки для Антонины, подсказки. А то я как зашла и все. Кому же здравствуйте, да, сейчас все сделаем. Сейчас вернулась я в чат. Антонина у нас. Для Антонины подсказка. Ой, вверх ногами подсказка. Что это за безобразие? Отпустите прошлое. Даже карта перевернулась. Антонина, смотрите, отпустите прошлое. Оставьте прошлое в прошлом. Было там, было и прошло. Все, забыли. Ой, так, следующую надо мешать. Я это мешаю. Для Антонины подсказка. Для Антонины. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие.
Ой, сделайте что-нибудь, кайфаните, купите себе арбуз большой и съешьте его прям. Там сделайте себе там, не знаю, кофе вкусное, купите мороженое, не знаю что, сделайте себе ванну с пенкой, что угодно, что вам нравится. Так, для Антонины подсказка. Выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. Видите, здесь тоже говорится о том, что вам нужно что-то убрать. Прошлое в прошлом, говорят вам, видите, по первой карте. Так что что-то лишнее есть в вашей жизни, не надо это тащить. Смотрим, для Антонины подсказка. Будь экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Ну вот так вот как-то говорят, тратьте деньги с умом. Они вам пригодятся, они вам нужны. Не тратьте их сразу там на что-то такое, что очень хочется. Так, для Антонины послание из будущего смотрим. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. 100 запишите, видите, 100, не меньше, больше можно. Главное, не ограничивайте себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Напишите, когда вы начнете писать, вы начнете задумываться, чего вы действительно хотите. Это, кстати, очень такая вот техника хорошая. Я даже тоже, когда уже совсем было тяжело, тоже писала, когда время на себя надо, а времени на себя нет, ни времени, ни денег бывает нет, или там еще что-то там, не знаю, там постоянно в работе. Запишите на бумажке, чего вы очень-очень хотите. Бывает даже такое, что просто сходить в парикмахерскую, чтобы постригли, чтобы наконец-то дойти туда, например, там, или вы давно не были там у косметолога, там, или в бассейн просто сходить, или просто пойти кайфануть в кофе, там, в кофейню, там куда-то пойти кофе себе купить, кайфануть вкусное, не знаю, сменить обстановку, сходить в кинотеатр, да, что-то такое, что вот вас вдохновит, наполнит, на природу выйти, искупаться там, поплавать где-то. Маленькие желания даже можно там, не знаю, они вас сделают намного счастливее. От маленьких к большим, да. Купить себе классные кроссовки, я не знаю, кофточку какую-то классную. Да и там даже лифчик какой-то суперский. Да неважно, просто все что угодно. Не знаю, что вас делает счастливыми. От маленьких к большому. То, что вы начнете прислушиваться к себе, чего вы сейчас хотите, что вам хочется, от чего вы кайф можете получить. Так, сейчас у нас для Анет подсказки. Для Анет подсказка номер 1. Подсказка: ищите помощь на стороне. Ищите помощь на стороне. Для Анет подсказка: пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Так, что там ненужное? Что-то вам мешает, что-то ненужное есть. Не думайте о плохом, думайте о хорошем. Общайтесь с приятными людьми. Для Анет смотрим. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу новым победам. Ну, скоро начнете выходить из зоны комфорта. И вас там ждут победы, так что придется здесь как бы. Смотрим подсказку для Анет. Действуй. Чего ты ждешь? Сделай это. Лучше стыдно, чем никогда. Если тебе нужен какой-то знак от Вселенной, то это он и есть. Видите? Действуйте. И карты такие прямолинейные. Лучше стыдно, чем никогда. Давай, попробуй. Начни что-то, сделай. Прояви активность там, да? Для Анет послание из будущего смотрим. Ты забыл что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Что-то вы забыли? Вспомните. Вспомните, как раньше вы отрывались, танцевали. Ну и как включили дома музыку и вперед. Вот. Можно подсказку Юлии? Да, сейчас я по чату пройду. Сейчас для Анет мы смотрели. Так. Добрый вечер, Елена. Мой мужчина в моем окружении есть.
Или мы еще не встретились. Елена, у нас вопросики за донаты у нас. Там ссылка наверху есть. Донатик 250 рублей. Там один вопрос. Если вы хотите, можете донатик задонатить и там вопрос написать. Или просто подсказку напишите в комментариях слово «подсказка». И на этой колоде будет вам подсказка на ваш вопрос. Может быть, вам станет понятнее как-то ответ. Аля, здравствуйте, да. Для Али теперь подсказка для Али. Али, вам подсказка. Смотрим. Обратите внимание на свое самочувствие. Обратите внимание на свое самочувствие. Прямо сейчас обратите внимание, что там у вас происходит, что вам не хватает. Вот. Кому ежей? Послание или подсказку? Давайте и послание, и подсказку. Так, сейчас послание. У нас еще будет 10, общий расклад будет 10 посланий у нас. Поэтому, если кому-то интересно, можете загадать от 1 до 10 циферку пока. Так, послание для кому ежей. Послание. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Кстати, когда вы обижаетесь на кого-то, вами можно управлять очень легко. Вот. Когда вы это поймете, вы перестанете обижаться. Подсказка для кому ежей. Доставьте себе удовольствие. Доставьте себе... Ой, сегодня все карты об удовольствии. Слушайте, доставьте себе удовольствие, девчонки. Сделайте себе что-нибудь приятное. И мальчишки, если тут мальчишки будут просматривать, может, записи. Да, спасибо кому ежей. Давайте для Юлии посмотрим. Подсказка для Юлии. Юлия 33. Подсказка. Подсказка. Ой, доставьте себе удовольствие, Юлия, смотрите, доставьте себе удовольствие. Я мешала карты, я мешала, но вот, девчонки, доставьте себе удовольствие. В основном вот эта вот мысль тут в картах. Давайте теперь общий расклад у нас будет 10 посланий из будущего. Вот на этой колоде вы можете загадать цифру от 1 до 10. Сейчас я здесь напишу. Так, 10 посланий из будущего. Вы можете загадать любую циферку от 1 до 10. Можете загадать 2 циферки и вот послание на сейчас. Например, какое-то послание. Вам нужно это услышать. Послание для вас. Давайте будем смотреть. Кто загадал единичку? Смотрим. Для тех, кто загадал единичку. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Восстанавливайтесь. Двоечки. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Помогите, кто попросит о помощи. Тройки. Тройки. Тебя поглощает рутина. Ой-ой-ой, ну-ка давай, сосредоточься на этой карте. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой. Смени имидж. Покупай новые продукты. Сделай что-то необычное для себя. Видите, вас, кстати, поглощает рутина, и вы перестаете замечать, что вы здесь и сейчас, что вы присутствуете здесь. Не то, что вы где-то там делаете дела на автомате, то есть вы перестаете наслаждаться тем, что происходит в данный момент. В общем, сделайте для себя что-нибудь классное. Четверки. Кто загадал цифру 4? Ты на верном пути, твой план верный, ты достигнешь успеха. Пятерки. Пятерки. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Ой, близкий человек такой хороший на фотке, да? Шестерки. Шестерки. Ой, смотрите, мне так нравится этот чубчик. Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Смотрите, пересмотрите свой распорядочек. Ой, мне так этот чудик нравится, не могу прям. Семерки. Семерки. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Ой, чуть не упала. Восьмерки. Восьмерки. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Кто-то нуждается в вашем внимании. Девятки. Этот человек не враг тебе. Дай ему возможность доказать это.
Видите, дайте возможность показать человеку, что он к вам настроен хорошо. Десятки. Кто 10-ю позицию загадал? Ты забыла что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Вы что-то забыли, вспоминайте. Вспоминайте. Может, будильник на утро завести забыли. Ставьте будильник на утро. Вот такие у нас 10 посланий получились. Давайте теперь дальше общий расклад. Еще один будет. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Давайте, будет 3 позиции. Быстренько сейчас посмотрим. Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так, смотрите, что делать, чтобы неделя была хорошая. Нужно брать тот шанс, который вам предоставится. Здесь какое-то предложение может поступить. Или кто-то вам захочет подарок подарить, там, или деньги вернуть, не знаю. В общем, не отказывайтесь. То, что придет сейчас в ближайшее время в вашу жизнь, вы это заслужили. Вы это заслужили, принимайте, не отказывайтесь. Что-то такое хорошее придет в вашу жизнь. Что нужно делать? Нужно принимать то, что к вам идет. Рассмотрите все варианты, все предложения. Все, что будет заходить в вашу жизнь, это очень важно для вас. Вот, очень-очень. Что не нужно делать? Не нужно бездействовать, не нужно делать то, что вы делали раньше. Не нужно утопать в этой рутине, когда все вот так идет одинаково и скучно, и монотонно. Вот так не надо. Вот не надо. Поэтому вот у вас тут шанс, у вас тут подарок, у вас тут просто новые возможности идут в вашу жизнь. Поэтому хватайтесь, берите, ни от чего не отказывайтесь. Вот. Отдохните потом. Что делать, двоечки? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Смотрим. Двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая? Чтобы неделя была хорошая, доверьтесь своей интуиции, доверьтесь своим чувствам. Научитесь, во-первых, свои чувства контролировать, чтобы вами не могли манипулировать, как-то вот вашими чувствами там крутя, да, например, давить на ваши чувства, на жалость не стоит. Что вам нужно делать? Нужно проявлять больше активности, коммуницировать, общаться с людьми, быть открытыми, добродушными, пить чай, кофе, болтать, вот так вот общаться. То есть, быть просто открытым человеком, в то же время контролируя свои эмоции, чтобы никто не мог вам сделать боль. Вот. Что вам не нужно делать? Вам сейчас не нужно жить по плану, не нужны какие-то рамки и ограничения. Правила никакие не нужны. Сейчас на этой неделе никаких правил. Прислушивайтесь только к своему сердцу. Отключите мозг. Вот. Так что здесь так. Здесь так вот. Так, 3-я позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошей? Что не делать, чтобы неделя была хорошей? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Смотрите, проводите время со своей семьей, проводите время со своими детьми, со своими близкими, со своими родными людьми, с теми, с кем вам классно и хорошо. Планируйте какие-то мероприятия такого семейного характера, на природе куда-то пойти, да, время проводите с теми, кто вам дорог, кто вам близок, с кем вам классно. Общение, коммуникация, тоже делайте то, что вас наполняет, то, что дарит вам положительные эмоции. И время с людьми с такими проводите, кто дарит вам положительные эмоции. Что не нужно делать? Сейчас пока что не нужно флиртовать. Не нужно говорить, знаете, много лишнего того, что не хотите, чтобы кто-то услышал или узнал, или кто-то там посплетничал про вас, да, и, в общем, не нужно там на кухне с кем-то сидеть и сплетничать на работе, например, потому что кто-то узнает. Потому что кто-то скажет, ну что это за фигня, что это за вранье, кто-то распространяет слухи там, да. То есть старайтесь не сплетничать, старайтесь не рассказывать о своих планах, да, с другими людьми. И флирт тоже пока что не нужен, вот, пока не надо. Вот здесь так. О своих планах не говорите, кстати, на будущее. Вот, хотя планы есть, да, что-то вы хотите, но не нужно рассказывать о них. Всем особенно. Да, иначе планы могут не получиться, не реализоваться. Здесь как-то так, да. Можете, конечно, вы рассказать, вы можете не удержаться, можете случайно рассказать. Тогда может что-то пойти не так. Немножко, да. Пошатнуть что-то может. Ну, как бы так. Так, ну смотрите, кому нужны подсказки, пишите подсказка. Я тогда дам подсказку на этой колоде.
Подсказки бесплатные, вопросы платные, вопросы у нас через донат. По ссылке, если пройдете наверху, там у нас ссылочка. Донат 250 рублей, один вопрос. Смотрите, если кто-то хочет задонатить или подсказку, пишите скорее, потому что сейчас будем заканчивать эфир. В комментариях напишите, если что-то будет, ждать меня или не ждать. И я буду сейчас заканчивать. Сейчас я посмотрю донатики еще раз. Потому что я сегодня на все донатики отвечала. Вот. Если вам захочется еще подсказку или ответ на вопрос, то приходите на следующей неделе, в субботу, 21:30 по московскому времени. У нас все эфирчики проходят в субботу. Пока что так. Вот. Поэтому приходите. Увидимся с вами в следующую субботу, 21:30. И тогда вы сможете написать подсказка, и вам будет подсказка вот на этой колоде. Кстати, у меня сейчас еще новые колоды появились, да, надо будет как-нибудь, наверное, если я еще новые колоды введу в прямой эфир, то тогда вообще времени не будет. И так на 5 колодах подсказки. Вот. Пишите комментарии, если вам что-то интересно, или что-то вы там хотите, какие-то предложения, какие-то вопросы посмотреть. Вот, мы все посмотрим. Вот, всех обнимаю, целую, пусть у вас будет классная неделя, пусть у вас все получится, пусть новые знакомства придут в вашу жизнь, пусть новые возможности открываются, пусть все приходит самое классное, а вы только берите, берите, берите. Всех обнимаю, целую, увидимся с вами на следующей неделе. Вот, и всем пока.